Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я готовлю знаменитый торт Марика. Торт был создан кондитерами ресторана Прага. Торт этот сразу стал любимым и желанным. Торт получается очень красивым в разрезе, необыкновенно вкусным и готовится из самых простых и несложных ингредиентов. Здесь сочетание шоколадных коржей, крема, нежного бисквитного рулета. Итак, начнем его приготовление именно с шоколадных коржей. Сначала приготовим сухие ингредиенты. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать будем на режиме вверх-вниз, без конвекции. Здесь у меня две формы по 18 сантиметров в диаметре, я потом объясню, почему я так беру. Разливаю тесто в две формы, примерно делю визуально его на две равные части. Примерно полчаса буду выпекать сейчас. На режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Дверцу духовки не открываем во время выпечки. Коржи у меня испеклись, даю им полностью остыть в формах. И сразу же я приступаю к приготовлению теста для бисквитного рулета. Итак, здесь у меня 4 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм каждое яйцо. Щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. И вот так вот порциями я добавляю 90 грамм сахара. Взбивать я сейчас буду примерно минут 5. Всю эту массу, потому что яйца я здесь не разделяю на желтки и белки. Здесь, я считаю, нет смысла этого делать, потому что объем яичной массы здесь небольшой. Миксер у меня 300 Вт мощностью миксера. Когда вот такая пышная побелевшая масса получается, и она держит след от венчика, вот так, то есть она не сразу расплывается, значит масса уже достаточно взбита. Добавляю туда 50 миллилитров очень горячей воды. Все это перемешиваю, ничего долго не взбиваю, просто перемешиваю. Можно молока добавить вместо воды. Молоко тогда комнатной температуры берите. И просеиваю туда сейчас 100 грамм муки. Вмешиваю сейчас аккуратными круговыми движениями муку. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Противень здесь у меня 32 на 42 сантиметра. Выпекать я буду этот корж примерно 12 минут на среднем уровне при температуре 175 градусов Цельсия без конвекции. Обязательно разравниваем вот так шпателем или ножом, можно, если у вас нет шпателя, и убираем выпекаться. Дверцу духовки во время выпечки ни в коем случае не открываем. Корж у меня испекся. Сейчас ни в коем случае ничего не жду, сразу же извлекаю корж из формы и сразу же начинаю его обрабатывать. Сейчас я обрезаю края у этого коржа, чтобы потом внутри мне ничего не мешало для сворачивания рулетиков вот этих маленьких. И сейчас корж я разрезаю вот на такие полосочки по 4,5 сантиметра. Когда я разрезала уже все эти полосочки, я начинаю скручивать сначала середину
последующего нашего большого рулета и оставляю все это в таком положении, как это должно быть дальше. Какие-то трещинки могут быть небольшие, но в принципе, если вы будете работать быстро, все свернется идеально. И дальше в такой же последовательности я буду промазывать джемом каждую эту полосочку и также укладывать ее уже на шоколадный корж. Пока накрою его вот таким пакетом. Пока я буду обрабатывать дальше следующие коржи, я ничего здесь не ставлю в холодильник, я работаю сразу с этими коржами. Как я уже сказала в начале видео, я объясню, для чего я выпекала коржи именно по 18 сантиметров шоколадные. Делала я это исходя из того диаметра, в который я уложусь именно вот с этими полосками по 4 сантиметра от бисквитного рулета. Идеально они уместятся в 18 сантиметров в диаметре, скрученные. Вы же можете испечь 2 таких рулета в начинку, и этого же теста шоколадного хватит на 2 коржа по 24 сантиметра. Просто в данном случае они тогда будут тоненькими, невысокими. Я же делаю вот такие повыше коржи, они очень нежные на вкус получаются. Итак, для крема я беру 400 грамм размягченного сливочного масла, взбиваю его слегка и добавляю туда 380-390 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. У меня здесь европейская банка 397 грамм. То есть, если вы 380 добавите, ничего страшного, все получится. Взбиваю сейчас уже до устойчивости этот крем. Комнатной температуры сгущенка должна быть. И добавляю туда 1 столовую ложку с горкой какао-порошка для выпечки, обычный какао-порошок. И также добавляю сейчас уже во взбитую массу несколько капель ромового ароматизатора, либо же можете добавить 2 столовые ложки коньяка. Я здесь делаю безалкогольный вариант. Крем получился идеальный, красивый, очень вкусный. Делю визуально примерно так на 3 равные части. И начинаю уже сборку торта. Все здесь происходит очень быстро. Пропитываю коржи просто молоком. Молоко у меня пастеризованное. Для пропитки мне понадобится примерно 120 мл молока на оба коржа. Коржи мягкие, нежные очень на вкус. 1 часть крема из тех 3, которые мы выделили частей, я наношу на первый корж, разравниваю и начинаю выкладывать туда уже рулет. Ничего в холодильник я здесь не убирала. У меня просто это все лежало при комнатной температуре. Здесь я буду использовать 300 грамм джема из красной смородины. Джем у меня покупной. Джем должен быть обязательно с кислинкой. И сейчас первую полосочку, которая была в самом центре, я начинаю ее скручивать первой, так как она уже приняла форму, нужную мне. Я использую здесь джем из красной смородины. Здесь очень важно брать повидло, варенье, джем из кислой ягоды. То есть хорошая кислинка должна быть в этом джеме. У меня здесь 300 грамм джема. Вы можете брать 350, но не больше, иначе этот джем будет уже выливаться за пределы вот этого бисквитного рулета. Еще раз повторяю, если вы захотите делать более большого объема этот торт, то есть 24 сантиметра в диаметре, следует выпечь тогда 2 бисквитных коржа, вот этих светлых. У меня джем покупной, вы, конечно, можете его сварить сами. Главное, чтобы он не был очень жидким, иначе все это будет пропитывать очень сильно нежнейший бисквитный корж. На это тоже нужно обратить внимание. Второй частью крема я покрываю весь этот рулет, так называемый, сверху. Накрываю вторым коржом. Разравниваю все это сейчас. Корж обязательно пропитываю. Ставлю в кондитерское кольцо и уберу сейчас в холодильник на ночь, чтобы объединились все вкусы. Оставшуюся часть крема я также убирала в холодильник. Впоследствии я украшу этой частью крема тортик. У меня прошла ночь. Торт очень хорошо у меня пропитался. Он идеально держит форму. Также крем я достала из холодильника. Слегка импульсами, буквально здесь 15 секунд, я разогрела его в микроволновке, и он прекрасно наносится на торт. Шапочка от бисквита, которая оставалась, я ее измельчаю. Вы можете это в измельчителе делать.
И посыпаю, как и было это в советском варианте этого торта, этой крошкой от бисквитной шапочки, от шоколадной боковины торта. Крем оставшийся я выкладываю в кондитерский мешок. Насадка здесь у меня 8 мм открытая звездочка. И я делаю вот такой незамысловатый рисунок, которым и раньше украшался этот торт. И в принципе тортик уже мой готов. Он уже прекрасно нарезается. Его можно вот нарезать на порционные кусочки. И потом уже дать ему постоять примерно полчаса при комнатной температуре. И он будет изумительно вкусным и нежным. Торт готовится на самом деле очень просто и быстро. Из самых элементарных продуктов. Важнейший момент, на который здесь нужно обязательно обратить внимание, это джем, который вы будете использовать для пропитки бисквитного рулета. Обязательно нужен джем с хорошей кислинкой. Малиновый идеально подойдет, вишня очень хорошо подойдет, но все должно быть кислым. Прекрасно надламывается вилкой тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.